Друзья мои, я сегодня к вам с очень вкусным тортиком. Вот он. Он называется Сузанна. Очень популярное угощение в провинции Парма. Это традиционный торт, который состоит из песочной корзинки. Она наполнена нежным кремом из рикотты. И все это дело покрывается шоколадным ганашем. Это так вкусно, он тает во рту. Давайте сейчас посмотрим, как я его готовлю. Так. Для этого торта нужна песочная основа. Значит, у меня здесь мука. Все граммы будут расписаны под видео в инфобоксе. Открывайте, и там все будет. Значит, здесь мука, сахар. Примерно пол чайной ложки разрыхлителя. Пара щепоток соли. Это перемешиваем. И теперь нарезаю сюда холодное сливочное масло маленькими кусочками. И сначала перетру это все в мелкую крошку. Именно так готовится песочное тесто. Потому что сразу перерываются глютеновые связи. И тесто становится крошливое, нежное, как песочек. Вот так. Это можно делать все в комбайне, но мне проще именно так, и я люблю так. Я добавляю сюда яйцо, продолжаю быстренько замешивать. Быстро-быстро. Теперь уже можно это тесто соединять в комок. Вот так в комочек превращаем уже. В итоге получается вот такое тесто, эластичное, не прилипающее, очень приятное. На итальянском языке называется паста фролла, или иногда говорят просто фролла. Теперь я помещаю его вот в пленочку и отправляю в холодильник на 1 час. Итак, для наполнения нужна рикотта. У кого нет рикотты, вы можете взять все, что угодно. Какой-то сливочный сыр или нежный творожок. Но этот торт готовится именно с рикоттой. Это традиция. Так, теперь я добавляю, значит, здесь 2 желтка и 1 целое яйцо, сахар, ванильный аромат. Вот здесь у меня эссенция ванильная. И 1 столовая ложка муки с горкой. И теперь все это нужно тщательно перемешать до однородной массы. Этот тортик готовится очень просто. И здесь не надо ничего взбивать, потому что масса не должна особенно подниматься сильно и не должна особенно сильно опускаться. Вот и все. Крем для заполнения корзинки готов. Теперь берем тесто, которое у нас уже настоялось в холодильнике, немножечко его вот так раскатываем и переносим в форму, дно которой застелено пергаментом. Все, вот так руками формируем корзиночку, распластывая тесто по дну и по бокам. Если у вас тесто немножко останется, ничего страшного, вы можете испечь печенье. Из этого теста очень вкусное печенье. Вот небольшой комочек теста у меня остался, видите, на несколько печенюшек. Но это зависит именно от формы. У меня форма небольшая, это форма 20 сантиметров. Если вы возьмете 22, то будет как раз идеал. Теперь я помещаю в эту корзинку этот крем. Если у корзинки будут бортики выше, чем количество крема, то вы можете их подрезать ножиком по окружности. Я сейчас так и сделаю. У меня бортики получились немножко выше, чем надо. Итак, теперь эта форма отправляется в духовку. Духовка уже заранее разогрета до 180 градусов. После 10 минут выпекания я температуру снижу
до 160 и буду выпекать до готовности. В общем, сколько времени еще потом скажу, сколько уйдет. И вот так получилось. Выпекался он у меня около часа, и оставила я его еще в духовке выключенной, чтобы он полностью остыл. Он сейчас еле-еле тепленький, вот такой упругий, блестящий. И сейчас я приготовлю ганаш, чтобы покрыть его сверху. Для того, чтобы приготовить ганаш, нужно растворить шоколад вместе со сливками горячими. Вот я нарезаю шоколад уже, сливки разогреваются, сливки жирные должны быть. И на шоколад выливаю горячие сливки. И теперь надо все помешивать, чтобы соединилась одна единая масса. Вот видите, как быстро тает шоколад от горячих сливок, и внизу еще вода горячая. И теперь выливаем теплый ганаш на эту поверхность нашего тортика. И разравниваем лопаткой. И теперь тортик отправляется в холодильник на несколько часов. 3-4 часа ему точно понадобится, чтобы хорошенько охладиться. И вот так выглядит готовый тортик. По традиции его ничем больше не украшают сверху. Вот только ганаш и все. Сейчас мы его разрежем и посмотрим.